Привет, я в Донецке, осень 2025. Если бы вы прошли сегодня со мной по бульвару Пушкина, то вы бы увидели то, что вижу и я. Золотую осень, людей с кофе, детей на площадках. Но жизнь в Донецке – это слои. Слой сегодняшний, слой вчерашний и слой тот, что может прийти в любую минуту. Первый слой – слой восстановления. Город буквально зашивают. Пахнет штукатуркой, повсюду леса, новые стекла, свежая краска, заштукатуренные фасады домов, вставленные выбитые стекла. И на фоне этой стройки всегда есть другой фон, и его здесь знают абсолютно все. И все учатся не обращать внимания или уже научились. На мой вопрос, а что это? Этот шум, знаете, который ни с чем не перепутаешь. Мне всегда говорят, да, это далеко. И это, наверное, самый жуткий бытовой диалог, который я слышал. Второй слой здесь бытовой. Вода здесь не из крана. Ее включают по расписанию, как поезд. Раз в 3 дня. Под это расписание подстроена вся жизнь. Парикмахерских моют головы клиентам водой из кастрюль. В магазинах самые ходовые товары – это канистры и фильтры. Но я ни разу не слышала ни одной жалобы от жителей города. Только одну фразу. Главное, что мы живы. Мы живы, спасибо. И это не пафос, это просто констатация факта. Ну, есть и третий слой, тот, что сильнее всех. Это слой жизни, которая все равно пробивается сквозь все. Это розы, которые посадили у мемориала и продолжают сажать. Это свадьбы в городе. Это фрагменты мирной жизни, которые все равно продолжаются, несмотря на отдаленный гром на горизонте, несмотря на прилеты. Это театр, где на пиковую даму или грозу билеты раскупают за несколько дней, а то и за несколько недель. Да, иногда свет вырубается прямо во время спектакля. Зал все равно не расходится. Донецк – это город, где самое обычное становится подвигом. Где поход за водой – это рутина. Где взрыв вдалеке – это фон. Где самое сильное впечатление не от разрушений, а от невероятной тихой стойкости обычных людей, которые героями вообще себя не считают, они просто живут. Иногда в перерывах между тревогами сажают розы, потому что Донецк это был и остается городом миллионов роз. И эта осень очередное тому доказательство. Я очень люблю Донецк, и мне нравится смотреть, как город живет, развивается вопреки всем обстоятельствам. Это какой-то просто уникальнейший город в мире.